Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Борис Марцинкевич. Сегодня должна была состояться видеоконференция, но в силу целого ряда интернет-особенностей последних дней я буду в студии один. Тема, которую редакция просила немножечко подробнее обычного проанализировать, показать подоплеку происходящего, все, что связано с Ормузским проливом. Ради чего был затеян этот конфликт, кто потенциальные бенефициары, кто проигрывает, кто выигрывает, какими будут последствия долгосрочные и краткосрочные. Причиной нападения американо-израильской коалиции на Исламскую Республику Иран, на мой взгляд, сугубо идеологические. Все рассказы о том, что Иран находился на грани создания ядерного оружия и мгновенного после этого нападения на государство Израиль, это не более чем внешний флёр. Я напомню, что Беньямин Нетаньяху о том, что через 2 недели у Ирана будет ядерное оружие, говорит вот уже 30 лет безостановочно. Называет самые разные сроки и так далее, и так далее. Сугубо технологический, научный потенциал, производственный потенциал Ирана действительно позволяет ему создать ядерное оружие. Если бы оно ему действительно требовалось, это было бы давно сделано. Надо отдать должное, как бы мы к Ирану не относились, но то, что касается атомных ядерных технологий, здесь не только в полном порядке, но, в общем-то, во многом на лидирующих позициях находится, как неудивительно. Да, в свое время газовые центрифуги, предназначенные для обогащения урана по изотопу урана-235, напоминаю, в том случае, если 90% урана-235 – это оружейный уран, это возможность создавать атомные боезаряды. Да, эти технологии попали в середине 70-х из Пакистана. Это отдельная большая такая детективная история, кто такой Кадыр Хан, как он сумел это сделать, и при этом нигде не попал ни разу в тюрьму, хотя занимался кражей технологических секретов в центре Европы. Но с той поры времени прошло много. Газовые центрифуги, те, которые освоены Ираном, намного более производительными являются, чем и изначальные, и, как ни удивительно, они экономически более целесообразны, чем те, которые используют в Европе. Есть такая европейская компания «Юренко», принадлежит не частным инвесторам, как это в Европе принято, а правительствам сразу 3 стран – Великобритании, Голландии и Германии. Вот они были первыми в Европе после Советского Союза, разумеется. Иран их превосходит. Если бы ему действительно нужно было, он мог бы идти по этому пути, но есть фетва верховного лидера о том, что ядерное оружие Ирану не требуется, и в этом направлении на самом деле никаких разработок не идет. На сайте видеожурнала «Картина мира» становится понятным не только то, что происходит, но и кто за этим стоит. Мы делаем видео, позволяющие в обход цензуры самостоятельно формировать достоверную картину настоящего и образ будущего. Оформив платную подписку на сайте nday.club на канал «Картина мира», вы получаете не только возможность регулярно смотреть новые интересные видео, но и полный доступ к архиву канала. Следуйте за нами в социальных сетях, там вы можете раньше всех увидеть анонсы наших новых выпусков, стримов дежурной по редакции, видеомарафонов и других промо-акций. Приятного просмотра! Есть не столько, так скажем, идеологические какие-то проблемы, а сугубо технологические. Если вспоминать о тех экспериментах, которые Соединенные Штаты устроили в небе над Японией, первый взрыв над Хиросимой – это как раз атомный боезаряд. Коэффициент полезного действия не превысил 6%, это экономически нецелесообразно. Если речь идет о тех экспериментах, которые любят ставить американцы, убить как можно большее количество людей за как можно меньшее время и как можно дешевле, то оптимальный путь – это оружейный плутоний. Для этого газовые центрифуги не требуются, для этого требуется наработка плутония-239. Вот теоретически такие возможности до 2015 года
у Ирана имелись. У них был тяжеловодный реактор, работавший на необогащенном уране, на природной руде урана. Он действительно позволяет нарабатывать плутоний-239, но для этого требуется еще одна ветка промышленности, радиохимия, сложнейшая. После соглашения 2015 года по ядерной программе был модернизирован этот реактор. Он теперь работает на обогащенном уране, а в таком режиме плутоний-239 получить просто невозможно. Так что вот эти слова о ядерном оружии – это не более чем откровенная ложь, приправленная всевозможными алармистскими какими-то словами, но не более того. Уран до степени обогащения 60% Иран действительно получал, но ни МАГАТЭ не тревожилась по поводу того, что это может стать ядерными боезарядами. Никто либо из экспертов отрасли тоже этого не делал. Исследовательских реакторов у Ирана 2, в том числе тот, который был проведен в 70-е годы, еще при шахском правительстве из Соединенных Штатов. Он уверенно продолжает работать. По объему наработки медицинских изотопов Иран входит в 5 мировых лидеров, и для того, чтобы нарабатывать ряд медицинских изотопов, требуется именно вот такое обогащение. Говорить о том, что этого делать нельзя, но в таком случае надо остановить аналогичного класса исследовательские реакторы в Бельгии, в самих Соединенных Штатах. Этого никто не делает, но это почему-то пытаются запретить Ирану. Так что я бы предложил, можно еще одно соображение, чисто гипотетическое. Предположим, что ядерные боеголовки Иран научился производить, носители у него есть, и вот неведомые ракеты, самолеты несут эти ядерные боезаряды на территорию Израиля. Если вы найдете на карте государства Израиля, оцените его гигантские размеры, то станет очевидно, что радиационные последствия затронут все близлежащие территории мусульманских стран. Так что и с этой точки зрения Ирану ядерное оружие не требуется. Гипотетически можно предположить, что сначала он разработает межконтинентальные баллистические ракеты, но это, мне кажется, на эту тему можно разговаривать сколько угодно. Уберем это в сторонку, точно так же, как версия руководства Израиля о том, что экзистенциальная цель Ирана – уничтожить Израиль весь на корню. Человек-ненавистнические режимы – это не Иран. Разговоры о дискриминации женщин, достаточно посмотреть на то, как выглядел Тегеран в последние дни перед войной. А если говорить о каких-то статистических данных, то на день сегодняшний почти 60% студентов высших учебных заведений в Иране – это девушки, женщины. Женщины заседают в парламенте, женщины имеют право водить автомобили и так далее, и так далее. То есть разговор о какой-то дискриминации, посмотрите по тому же региону, что творится в Саудовской Аравии и в некоторых других странах. Их почему-то никто за это не критикует. Так что подоплека в одном из своих выступлений многочисленных Трамп высказался четко. Прекрасная нефть, прекрасный газ. По ресурсам природного газа Иран уверенно занимает 2-е место на планете после России. По запасам нефти входит в 10 крупнейших государств. Так что руки Соединенных Штатов тянулись именно туда. То, что не прошел тот расчет, который изначально предложил Нетаньяху своему подчиненному, я имею в виду Дональду Трампу, 2-3 удара, внутренний переворот, придет демократически настроенное правительство и принесет вам все на блюдечке с голубой каемочкой, не прошел. Иран – это не Венесуэла, здесь другой менталитет, здесь другая религия, которая давно стала частью этой цивилизации. Отказ учитывать все это привел к тем результатам, которые мы видим. Что произошло? На самом деле ядерное оружие Ирана – это контроль над Ормузским проливом, его блокировка. Если говорить, брать отдельно каждую страну Персидского залива, какие объемы нефти она добывает, будет такая очень длинная, серьезная передача с разбором от каждого отдельного месторождения. Важен итог. В 2025 году через Ормузский пролив в течение суток проходило не менее 20 миллионов баррелей нефти. Мировой объем добычи порядка 105 миллионов,
И обычно в таких случаях вот здесь черту и подводят. 20% мировой нефти проходит через Ормуз. Это неправда. То, что вы видите, это всего лишь короткий ознакомительный фрагмент. Полную версию вы можете посмотреть, оформив подписку на сайте nday.club на канал «Картина мира». Подписывайтесь и смотрите полные видео без цензуры и рекламы на сайте nday.club. Это неправда, потому что среди тех 105 миллионов баррелей в сутки, которые добываются, порядка 35 миллионов баррелей потребляют те страны, которые эту нефть добыли. Нефтепереработка имеется не только у России, нефтедобывающей страны, но и у нефтедобывающей страны Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия и так далее, и так далее. То есть мировой рынок нефти, не объем добычи, а мировой рынок нефти 70-75 миллионов баррелей в сутки. И вот из этого объема 20 миллионов баррелей просто закупорены, их не стало на рынке. И теперь мы наблюдаем результат того, что происходит. На протяжении последнего времени мы смотрели на котировки на товарно-сырьевых биржах, увлеченно наблюдали, вот нефть взяла планку $80, 90, 100, 110. Это не нефть, это фьючерсы. Если мы смотрим, допустим, из марта, пребывая в марте, смотрим на котировки, мы видим котировки фьючерсов даже не апреля, а мая. На сырьевых биржах котируются фьючерсы на 2 месяца вперед. Если мы в апреле смотрим на котировки, это котировки июньские. Если мы будем смотреть в мае на эти котировки, это уже июль. Фьючерс – это обещание продать определенный объем нефти по определенной цене со стороны поставщика и обязательство этот объем вот по этой цене со стороны покупателя выкупить. Отношение к черной или коричневой маслянистой жидкости не имеет практически никакого. Если смотреть на нефть как на самый универсальный биржевой товар, для ее хранения, транспортировки условия требуются одинаковые, что в приполярном Урале, что в экваториальной Африке. Этим она, собственно говоря, и удобна. То объем бумажной торговли, фьючерсы, постановочные фьючерсы, форвардные сделки и так далее, превышает в 10 раз. Достаточно долгое время спотовые цены, то есть моя нефть против ваших денег, безо всяких обещаний, вот танкер, он может быть в вашем порту через 3 дня, пожалуйста, деньги на стол. Обычно они были жестко скоррелированы. В течение марта и апреля мы наблюдали достаточно редкую, редчайшую, я бы сказал, картину. Фьючерсы на уровне $100 за баррель, спотовая торговля в районе $150 за баррель. Нефть, реальную нефть, черную маслянистую жидкость покупают компании, которые владеют нефтеперерабатывающими заводами. Если рынок фьючерсов – это рынок ожиданий, рынок надежд, рисков, рынок, подверженный словесным интервенциям, можете понаблюдать или попробовать пересчитать все, что говорит Дональд Трамп, оценить, какие деньги он зарабатывает на биржевой торговле, даже если его не поймали за руку. Это одно. Если я владелец НПЗ, мое дело производить нефтепродукты. У меня есть емкости, в которых находится сырая нефть, которая должна поступать в переработку. Если я вижу, через 2-3 дня эти запасы закончатся, я начинаю паниковать. Остановка производства на нефтеперерабатывающем заводе – это ни день и ни два. В том случае, если вы остановились, затем нужно будет заполнять всю технологическую линию, остановка будет продолжаться месяц, а то и 2. Упущенную прибыль можно посчитать. Еще одна особенность: результаты вот такой спотовой торговли не поступают в открытые средства информации. Крупнейшие рейтинговые агентства информацию получают методом телефонного опроса. При этом те, с кем они по телефону разговаривают, не имеют обязательств рассказывать что бы то ни было. Могут ответить, могут не ответить. Разрыв достигал $50. 50% такого не было никогда. Если говорить о таких вот рекордных отметках, нефтеперерабатывающий завод в Бангладеш купил партию на одном из танкеров за $268 за баррель. Там действительно было отчаянное положение, не хватало совсем немного, но взяли по такой цене. Понятно, что это не характерно, но вот такое состояние на рынке. У нас на глазах шло формирование совершенно нового рынка нефти, рынка
где есть физический дефицит нефти, дефицит физической нефти, как угодно так и называется. Биржевые спекулянты, маклеры, брокеры и прочее долгое время с этим не мирились. В марте мы наблюдали стоимость фьючерса в районе $100. Была надежда на то, что все быстренько удастся урегулировать, снова будет открыт этот Ормузский пролив, и к тому времени, когда настанет пора продавать вот эти фьючерсные партии, цена вернется к довоенному времени. В самом конце апреля произошел слом. Действительно слом психологический. Котировки фьючерсов поднялись на уровень $120, и теперь это уже намного ближе к спотовой торговле. То есть финансисты, работающие на биржах, смирились с тем, что конфликт – это всерьез и надолго. Связано это, разумеется, не только с психологией, но и с тем, что нефтяные месторождения, снизить объем добычи и восстановить его снова до 100% – это процесс. Это не поворот крана на кухне, рукоятки крана. Это намного сложнее. Если вы прекратили добычу, значит, поэтапно вы будете выходить на эти 100%, быстро не получится. Вы можете привести в негодность всю инфраструктуру нефтяной скважины. И такой, наверное, классический пример, который мы наблюдали в стерильных условиях Казахстана. В середине января компания «Шеврон», являющаяся компанией-оператором месторождения Тенгиз, остановила добычу. Официальная версия: на подстанции сгорели трансформаторы, мы их долго-долго ремонтировали. Реальная проблема, разумеется, была с выпускными перегрузочными устройствами в порту Новороссийска, Каспийская трубопроводная корпорация, но речь не об этом. Остановили месторождение, находящееся на суше, на территории, где нет бомбардировок, где все в полном порядке. На 100% смогли выйти только в самом конце марта. То есть даже в стерильных условиях ушло больше 2 месяцев. И сейчас даже профессиональные финансисты понимают, что те сокращения объемов добычи, о которых объявили страны Персидского залива, это надолго. Еще сложнее, если это месторождения морские, офшорные, как говорят в отрасли. Связано это с тем, что, если, допустим, говорить не о нефтяном, а комбинированном таком месторождении, как Южный Парс, самое крупное месторождение углеводородов на планете. Южный Парс – это название иранское, Северный Купол – это название того же месторождения в Катаре. Там глубина моря 1600 метров. Значит, столб воды высотой 1600 метров давит на всю трубопроводную систему, которую выстроили на месторождении. В видеожурнале «Картина мира» каждый найдет интересное для себя. 3 убежденных британских империалиста: Сесил Ротс, Уильям Стед или Стид, разведчик, и Реджинальд Беллиол Бретт. Тайная организация во главе с 5 стала ударной частью старого британского класса и одновременно ядром новой мировой англо-американской элиты. Ну, а если посмотреть в прошлое, то британо-американский конфликт 20-х годов, он вылился в конечном счете во Вторую мировую войну, и в которую вроде бы ввели Германия и Советский Союз, но поджигателями и заговорщиками главными были, безусловно, британцы и американцы. Еще больше интересных выпусков вы найдете для себя в подписке видеожурнала «Картина мира». Для того, чтобы газ снова пошел в скважину, нужно поэтапно увеличивать давление, и по оценкам такое восстановление займет уже не 1-2 месяца, а от полугода до года. Зависит еще от того, как выглядит структура самого месторождения под морским дном. Так что гарантированно та ситуация, даже если будет отменена формула Троцкого «ни войны, ни мира, а Ормуз перекрыть», понятно, что ситуация не исправится, как минимум, до конца лета 2026 года. И финансисты вынуждены с этим согласиться. Почему это происходит именно сейчас, а не сразу в марте, тоже понятно. Те танкеры, которые сумели пройти Ормуз до его перекрытия, должны были добраться до конечных потребителей. Самые протяженные маршруты – это порты Японии, это порты Южной Кореи, если мы говорим про восточное направление, если про западное, соответственно, север Европы.
вся нефть, отгруженная и благополучно прошедшая Ормузский пролив, обрела своих конечных потребителей. Вот теперь мы наблюдаем тот физический дефицит, который за это время образовался. По оценкам западных аналитических агентств, потеряно не менее миллиарда баррелей нефти за это время. О том, как сокращают добычу, поочередно заявляли Кувейт, Ирак, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Если оценивать стандартный объем добычи в 20 миллионов баррелей, то из них не менее 14 просто не добывается. При этом полной блокады нефти региона нет. В свое время, в годы Ирано-Иракской войны, когда развернулась и танкерная война, по территории Саудовской Аравии был проложен магистральный нефтепровод с оригинальным названием «Восток-Запад», потому что начинается он на восточных месторождениях нефти, а заканчивается на западном побережье королевства Саудовская Аравия в нефтеналивном порте Янбу. Он продолжает работать. Его мощность составляет 7 миллионов баррелей в сутки. Из них 2 миллиона баррелей предназначены для внутреннего потребления. Мощность порта Янбу 5 миллионов баррелей в сутки. Вот то, что выходит достаточно однозначно. Дальше перевалка, Красное море. Порядка 70% добываемой нефти в Саудовской Аравии уходило и уходит в направлении Юго-Восточной Азии, все остальное куда-то в Европу. Больше интересных видео в подписках на сайте nday.club в видеожурнале «Картина мира».